Всем привет! Мы живем в Израиле 2 года, и это наша первая поездка за границу. Мы летим в Италию с Теудат Мааварами, лоукостером Wizz Air. Билеты на Wizz Air очень дешевые. Я брала билеты, наверное, даже полгода назад, где-то в октябре прошлого года. Билеты на троих туда-обратно из Тель-Авива в Рим, Фьюмичино и обратно обошлись нам в 200 с небольшим долларов. Но надо сказать, что я брала самый дешевый тариф без багажа. Багаж на Wizz Air, поскольку это лоукостер, он идет за дополнительную плату. И, например, стоимость одного чемодана будет порядка 70 долларов. Мы не захотели везти с собой никакие чемоданы. Мы решили, что мы летели всего на 3 дня и решили, что в эту краткосрочную поездку мы обойдемся ручной кладью. Бесплатно ручная кладь в данном случае разрешается в виде рюкзачка, очень небольшой, 40 сантиметров на 30, по-моему, на 20, если я не ошибаюсь. Вот это можно везти бесплатно. То есть это обычный небольшой, не туристический, а такой небольшой рюкзачок, с которым многие ходят по городу. Но поскольку мы летели всего на 3 дня, мы решили, что в принципе одни носки, одни трусы, зубная щетка и в общем кошелек, с телефоном больше нам ничего не надо, поэтому решили, что даже останется у нас место для покупок. Практически так и получилось, если не считать некоторых осложнений с перелетом, о котором я расскажу вам дальше, может быть, в следующих видео. А сейчас мы уже на борту. Самолет достаточно комфортный. Конечно, никаких телевизоров впереди стоящих креслах нет, но есть вот такое меню, где за дополнительную плату вы можете себе что-то заказать. Цены вы видите, то есть вот, например, предлагается что-то там спагетти, ризотто за цену примерно 8-10 евро. Вы можете себе что-то заказать. Мы очень хотели сэкономить, нам очень нравится эта идея бюджетно слетать всего за 70 долларов на каждого туда-обратно в Рим, поэтому мы взяли небольшие какие-то снеки. Вот это у меня сейчас в руках израильская бамба. Бамба – это кукурузные палочки, розовые они из фруктового сока. Лететь нам 3 часа 50 минут. Во время полета предлагались платные блюда, и также они разносили товары из магазина Duty Free. Еще хочу сказать о том, что нужно обязательно очень тщательно продумывать свой гардероб. Когда вы летите налегке и не хотите переплачивать за дополнительный багаж, очень важно, что вы берете с собой и что одеть на себя. И я хочу сказать, что я носила абсолютно все, что я взяла, а взяла я очень мало, поскольку мы предварительно летели на 3 дня, хотя потом оказалось, что это 5, мы задержались там еще на 2 дня. Тем не менее, нам хватило того маленького количества одежды, которое мы взяли с собой. Очень удобно большие вещи одевать на себя, но они должны быть удобными и не стесняющими движения. Те вещи, которые не будут занимать место у вас в багаже. А вообще вы должны иметь в виду, что в Италии есть некоторые ограничения на ношение одежды. Например, если вы будете посещать действующие католические церкви, туда запрещен вход, например, в ультракоротких шортах, в одежде с открытыми плечами, в коротких юбках. Также возьмите обязательно с собой удобную обувь, потому что вы будете очень много ходить по улицам. А практически весь центр в Риме – это мощеная брусчатка, поэтому на каблуках и неудобной обуви вам будет очень некомфортно. Быстро расскажу, как мы прошли паспортный контроль с Теудат Мааварами. Нас не пропустили в автоматическую стойку регистрации, но у офицеров в паспортном контроле мы очень быстро получили печать, и единственное, что нам пришлось немного постоять в очереди. Мы приземляемся в Риме, в аэропорту Фьюмичино. От Фьюмичино до Рима нужно чем-то доехать. Мы также выбрали бюджетный способ. Конечно, можно доехать где-то за 60-70 евро до Рима на такси, но можно доехать на поезде Allegro, либо на автобусе за 8 или 12 евро, в зависимости от того, в какую точку вы едете. Мы ехали на автобусе за 8 евро на каждого. Остальное в следующих видео. Будьте здоровы, берегите себя.